Всем привет из Ирландии. Подошел ко мне сын и спрашивает: папа, мне уже 14 лет, могу ли я подрабатывать, либо работать в Ирландии? Вот сегодня мы разберем этот вопрос. Он меня заинтересовал, я начал все это узнавать, спрашивать, читать. И сегодня я вам расскажу, может ли подросток 14-15 лет работать, подрабатывать в Ирландии, на каких условиях и сколько же он будет получать. Все эти моменты сейчас мы обсудим. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а также пишите свой экспириенс, да, свой опыт, если у вас есть дети, и они уже подрабатывали в Ирландии, какие реалии по-настоящему, потому что цифры, вы знаете, правила это одно, а все в реале, все по-настоящему бывает совсем все по-другому. Так что пишите в комментариях ваши примеры, сколько ваши подростки получали, сколько работали, какую работу делали и какие условия труда для них были созданы. А мы будем, к официальным источникам обращаться. Плюс я спрашивал в магазинах, как вообще это все двигается у нас здесь в нашем городке. Во-первых, моему сыну сколько там, 10 дней назад исполнилось 14 лет, с чем я его поздравляю, да, и теперь он уже официально по ирландским даже меркам уже тинейджер, подросток, и он уже может с 14 лет подрабатывать. Дети до 14 лет, то есть там 13-12, они могут подрабатывать в сфере там рекламы написано, театра, кино, то есть в прямом смысле могут сниматься, да, в телевидении и за это тоже получать деньги. Но за них, конечно, будут получать денежки, как я понимаю, родители, потому что они еще не самостоятельные. 14 лет, видите, такой уже период, когда Ирландия, ирландское правительство, ну вообще, да, государство считает, что уже человек может идти и подрабатывать. Ограничение для подростков 14-15 лет заключается в том, что они могут подрабатывать только на каникулах, то есть в неучебное время вообще, то есть получается только на каникулах. Вот этот момент я не уточнил, не знаю, кто знает, пожалуйста, то сообщите мне, могут ли подростки 14-15 лет работать именно в выходные. Вот мне это интересно, потому что в магазинах я видел подростков реально, которые выглядят на 14-15 лет, может они старше, может они уже были 16 лет, да, потому что 16 лет уже абсолютно другие условия, а вот 14-15 там реально есть вот эти вот ограничения. Я прочитал, что только на каникулах, то есть вне школы, да, вот сейчас вот лето, получается, лето 25-го года, и это реально актуально для всех родителей, да, чтобы их дети не просто лежали в гаджетах, да, и втыкали, и ни черта не делали, да, а зарабатывали себе на карманные расходы. Это и развивает язык, новые знакомства, и обратно же деньга в кармане, и каждый подросток может потратить ее сам, как он хочет, либо насобирать на что-то, на новый телефон, ноутбук, приставку, не знаю, там, электрический тогда скутер, то есть все, что он захочет. И вот мы занялись этим вопросом, начали спрашивать, узнавать. Ну, обратно же, еще один такой момент, тут, конечно, берут больше своей, да, части детей проверенных, то есть это знакомый знакомого, кум, сват, брат, кузин и так далее, то есть рука руку моет. Это везде, неважно, где вы будете, в Ирландии, в Германии, либо в другой какой-либо стране. В Украине у нас вообще было все по блату, так что мы к этому привыкшие, да, но здесь это все делается аккуратно, спокойно, и, такие вот правила. То есть я вижу, да, и, все видят это, что есть такая тема, что берут проверенных. С одной стороны, это хорошо, но есть, да, такие нюансы. То же самое напишите вы в комментариях, видите ли вы, что берут там, да, родственников, знакомых, соседей, но мало, да, иммигрантов и приезжих, именно детей, работающих с 14-15 лет. Этот момент. Следующий момент, для того, чтобы вообще даже работать на каникулах, у подростка должно быть письменное разрешение от их родителей, чтобы это письмо предоставили работодателю, и работодатель увидел, что разрешение есть. То есть без этого ни одного подростка 14-15 лет не возьмут на работу в Ирландии. Да? Какие же работы? Работы должны быть несложные и не больше 7 часов в день. То есть работы должны быть типа такого там
там что-то разложить, положить, флайера на какой-то ярмарке, да, каким-то помощником. То есть работа не слишком физически сложная, во-первых, и во-вторых, не слишком ответственная, потому что все-таки это подросток, он не должен, да, делать что-то очень сложное, что-то такое емкое, да, и слишком какую-то такую работу, которая слишком несет ответственность, да, то есть он должен таким быть помощником, грубо говоря, помощником, и 7 часов не более. По оплате такие подростки получают 70% от взрослого оклада. То есть если сейчас это 13,50, да, то подросток, отработавший час, если ему 14-15 лет, он получит 9 евро 45 центов за 1 час работы. Это, я считаю, отличные деньги, хорошие такие, да, на карманные расходы. Вполне, даже если подросток будет просто даже на выходных, в каникулы подрабатывать, не знаю, 3-4 часа, можно, да, все это умножить и понять, что там за 2 дня он может легко дойти до 100 евро. И потом их спокойно всю неделю тратить. 100 евро все-таки в Ирландии это нормальные деньги именно для подростка, я имею в виду. То есть для его нужд, для его хотелок. Это, мне кажется, хватает. В Украине, я скажу, да, по опыту, что у нас, конечно, все по-другому. Никто нигде ничего не нужно, никакого разрешения. Все в черную, конечно, это было, есть, наверное, и будет. Это искоренить сложно. Здесь, конечно, в черную работают люди, но точно не подростки. То есть все это реально смотрится, все это проверяется, чтобы, не дай бог, никакой стройки не было, никакой фабрики, ничего такого. Нет, нет, нет. Только такая легенькая подработка, что-то разложить, принести, подать, флайера, там, ярмарка, какой-то помощник, то есть все легенькое, все простое. Но обратно же хорошо, что детям, то есть по факту это еще дети, да, подростки, им дают шанс уже интегрироваться и начать, и понять, что такое деньги, да, как они зарабатываются, чтобы немножко подготовить их к тому, что реальная жизнь, она немножко сложнее, да, чем школьные годы, то есть она намного сложнее, и вот эта цена деньгам, да, когда ты заработал, проработал 4 часа и уже думаешь, потратить это все на пиццу с бургерами, либо все-таки отложить. Пойти там, не знаю, в кафе, все это потратить, либо там в боулинг, либо еще куда-то, либо все-таки на что-то отложить, либо там купить себе какие-то новые Nike, да, Air Force One, да, такие беленькие, классненькие. То есть это уже выбор, да, и тогда уже потихоньку подросток становится взрослым. Вот это вот я, например, очень хочу, чтобы мы этим летом нашли какую-то подработку моему сыну, чтобы он все-таки, ну, почувствовал, что такое работать, что такое зарабатывать деньги, когда они твои, как сложно с ними расставаться, да, когда их тебе просто отдают, то это на легком, на спокойном, а когда ты их заработал, когда ты понимаешь, да, цену хоть немножко, да, этим деньгам, то ты уже начинаешь задумываться, как их потратить, что с ними делать. Вот такая вот информация, да, обратно же с 16 лет там все уже по-другому, 16 лет подросток может уже работать по 8 часов и получать он будет больше оклад, то есть это уже все там в прямом смысле уже можно оформляться, уже можно работать не только на каникулах и в будние дни, то есть в прямом смысле 16 лет это уже настоящий полноценный работник в ирландской экономике. 14-15 лет это такой, знаете, легкий помощник, где-то в магазине, обратно же ярмарка, там где-то вот так вот на легком, на спокойном. Ну, я вижу, что берут школьников, берут все-таки в помощь, платить по факту им меньше, а выполнять они могут ту же работу, что и, да, взрослые, которым платится 13,50. Так что по факту работодатель экономит, легкая, да, рабочая сила, и плюс еще в том, что тинейджерам и не сидят дома, учатся зарабатывать и видят, да, этот мир немножко по-другому. Вот такая вот информация. Чьи дети, подростки подрабатывают в Ирландии 14-15 лет, пишите, что я упустил, что я не знаю, подводные камни, возможно, потому что все ситуации, да, в целом я не могу знать, потому что мы с этим еще напрямую не столкнулись. Надеюсь, мы найдем какую-то подработку, и тогда, возможно, когда я больше узнаю об этой ситуации, я расскажу вам, да, более конкретнее. Пока как-то так. Всегда на связи, держу в курсе.